Всем привет! Это Вьетнам, курортный город Ничанг. Мы находимся здесь в его окрестностях. Меня зовут Илья, а это Тили. И сегодня я хочу показать вам необычный фрукт, или может быть это ягода, которая растет в тропиках во Вьетнаме, о котором точно из вас никто не знает. What are you doing? This to take the fruit from the tree because it's kind of high. So when I was a child, I used to make this, and every summer I go with my friends to take the fruit. Yeah, it works. You know, when I was a child, I was so short, so I want to take the fruit. Вот мы приехали сюда. Такое здесь дерево растет. И она дает вот такие маленькие плоды, красные. Это дерево называется мунтингия. Или ямайская вишня еще называется, второе название. It smells like vanilla. Explain how Vietnamese call this. This is called trứng cá. This means caviar because inside the fruit looks like caviar. Show how it is. Ooh, like that. Так, вот они растут вот на этом дереве по типу как черемуха примерно. Такие же цветочки тут растут. И из них образуются такие вот красные ягодки. По вкусу они очень напоминают землянику. Это реально сладкие ягоды такие. Вьетнамцы называют это икрой, потому что внутри вот такая мякоть с маленькими точечками, напоминающими икру, как маленькие икринки. Самый прикол, что эти ягоды или фрукт, я так и не знаю, что это, возможно это фрукт, а может быть и ягоды. Мунтингия не продается на рынках, нельзя купить, но деревья есть, они по городу расположены. Мы нашли еще 2 дерева в городе, где можно насобирать. Ну вот Тили такое приспособление сделала, как в детстве. Да, они падают очень легко, достаточно их задеть, и они падают сразу в бутылочку. На земле вот уже много их валяется, они спелые, падают. Мы здесь приготовили баночку специальную, чтобы насобирать эти ягодки. Так, сейчас попробуем. Тили говорит, что ванильный вкус, но по вкусу реально напоминает очень землянику. Немножко отличается, такой фруктовый земляничный вкус. Сладкие. Да, у меня другого нет сравнения, именно как земляника. Вообще они не кислые, эти ягоды, фрукты. Земляничный вкус. Другого у меня нет другой характеристики. Что еще характерно, это дерево растет круглый год и плодоносит без остановки. Но для этого ему нужны температуры соответствующие, плюсовые температуры. Градусов 20 должно быть не ниже, чтобы ягоды всегда созревали. Вот видно, что есть созревшие ягоды, есть зеленые, есть еще цветочки, опыляемые тут насекомыми как раз. Ну, то есть они постоянно зреют. Есть уже созревшие, которые упали, ягоды. Много очень зеленых, есть цветочки. Выживает это дерево и в более холодных температурах, но не будет тогда плодоносить уже. I like to catch something better than when you buy in the market, you know, like you take it yourself. It's for free. Да, как в России можно с кустов собирать смородину, крыжовник в деревне, черемуху. Я очень любил есть черемуху прямо с деревьев. Я не понимаю, почему эти ягоды не продаются на рынке, не собирают, не выращивают. Может быть, где-то они и продаются, но в Ничанге мы ни разу не видели на рынке. They don't eat. They don't eat? Yeah, they don't eat. Это дерево тропическое, оно растет именно в тропиках. В Южной Америке, в Индии тоже растет, и в Юго-Восточной Азии во всей. Мы немножко такое, можно сказать, что за городом, но не совсем за городом, совсем далеко от центра. Здесь петухи бегают, вот они здесь могут бегать. Вьетнамцы очень любят свежую пищу, натуральную, поэтому многие держат кур своих. Вон с петухом. Вот так они прям по кустам бегают. Тут какая-то особая такая порода этих куриц, необычная. I'm a countryside girl and I like to gardening. Так, попробуем пособирать. Можно и просто вот так собирать, когда наклоняешь веточки
Просто не все веточки можно так наклонить, чтобы ягода упала туда. Можно даже кушать не совсем красные, недоспелые, они тоже съедобные. Но я заметил, что кожица у них немножко дает горчинку, поэтому нужно есть именно только мякоть, которая внутри. So sweet. И желательно их еще помыть от пыли, от грязи. It smells like vanilla, yeah, and sweet. Smell like... Yes, this is what I feel. Not sour at all. Эти ягодки Тили мне показала еще, наверное, пару лет назад. Я снимал квартиру на севере Ничанга. Кто хочет посмотреть, кстати, про эту квартиру, я там показывал, делал небольшой обзорчик. Вот здесь по подсказке можно перейти на это видео, старое видео. И как раз напротив этого здания росло вот такое же дерево, и мы там пару раз собирали эти ягоды и ели их. You scared bees? Because I was bitten by the bee one. Look, this scar, huge bee bite. The bee sting, not bite, it sting. Я уверен, что никто не знает про эти ягоды вообще. Кто здесь бывал в Ничанге, 100% никто не ел их и никто про них не знал. Но теперь, кто смотрит это видео, знает про эти ягоды. И это видео для него оказалось полезным. Поэтому подписывайтесь на этот канал, чтобы оставаться в курсе разных штук и событий. Будем еще что-то показывать, если что-то найдем полезное или просто интересное. Контент у нас не обучающий, больше развлекательный, но какие-то вещи, я считаю, нужно освещать такие, чтобы было тоже полезно. Вот такую баночку мы насобирали. Кто знает, что это больше ягода или фрукт все-таки? Пишите комментарии, потому что я так и не понял. I feel like I'm in the childhood with you. Because I was in the north and when I was like 10 years old, I always with this stick and go to take this fruit. But the people in the north kind of difficult. They don't let we come and take the fruit. We have to like steal from them, and it's just more attractive. It is. Fucking dogs. You scared of dogs? Yeah. Why? Because I got a dog bite on my ass when I was 8. What's that? This fucking dove. He poop on me. Can you imagine this? I stand and watch phone. Oh my god. Exactly to me. Lucky not. This is, oh my god, disgusting shit. The dog, if he poop on you, you're lucky. It can be on my head. Oh my god. Oh, here water. First time like this. Dove poop on me in yellow shit. I just catch it fall to my head. How to take it out? How to take it? Stuck? I can't. Let me help you. Okay. Вот мы их помыли, эти фрукты, ягоды, мунтинги. Now we will put the salt water to clean. Why do we take this? I'd like to show that it is can be green like this first, and then big berries like this. Я хочу сейчас порезать их пополам и показать полноценную начинку, какая внутри. Еще раз. Вот так внутри. Да, такие точечки маленькие-маленькие, они не чувствуются, когда их жуешь. Напоминает икринки. И такая структура. Кожица немножко горчит, поэтому ее лучше не есть. Не знаю, мне очень напоминает землянику. Smells so good, like vanilla. The Vietnamese website, they said In Russian, that, I couldn't find. They said that it's very good for your brain. It's good for your heart too, and like good immunity. It's good for you. Less chance of cancer.